Главная тема последних 3 дней – заочный диалог Трампа и Путина. Трамп сделал Путину предложение о прекращении огня на 30 дней. Путин же в ответ пустился в довольно абстрактные рассуждения, с которыми не так просто разобраться. И чтобы все это в кучу не смешивалось, давайте начнем с позиции Трампа. Только перед тем, как начнем, напоминаю, что вы можете стать спонсором моего канала. Кнопка прямо под видео. Там у нас есть чаты для спонсоров, в которых я сижу и другие тоже сидят. Там часто интересные дискуссии происходят, я в них участвую. В общем, присоединяйтесь. В случае с Трампом нам сложно поверить, что он, вопреки своему эпатажному образу, говорит ровно то, что имеет в виду. В случае с Трампом нам не нужны никакие словари и никакие таблицы перевода брехни в правду, потому что вот ровно как он говорит, так и собирается поступать. Это далеко не всегда хорошо. Трамп в рамках своей избирательной кампании наговорил кучу откровенных глупостей. И в случае с торговыми войнами, например, с союзниками, в случае назначения антиваксера министром здравоохранения, лучше бы предвыборная болтовня оставалась предвыборной болтовней. Но в случае российско-украинской войны действия Трампа очень последовательны. Это довольно неожиданно и трудно даже осознать. Вернемся на полгода назад, в дни избирательной кампании, и вспомним, что Трамп говорил тогда в ответ на каждый вопрос о российско-украинской войне. Говорил он, что плохая администрация Байдена поставками Украине оружия только затягивает войну и умножает жертвы. Что в случае прихода к власти Трампа все легко разрулится. Он все легко разрулит. Украинцам пригрозит остановкой военной помощи, а Путину усилением этой помощи и увеличением санкций. В результате обеим странам придется перейти от смертоубийств к переговорам. Если украинцы не захотят мира, то проиграют войну без наших бомб и ракет, говорил Трамп. Если Путин не захочет, то на него рухнут наши бомбы и ракеты в таком масштабе, на который никогда бы не решился Байден. Звучало это все не слишком правдоподобно, не слишком исполнимо. И уж тем более не звучало так, будто он всерьез собирается действовать так, как заявляет. Но события, прошедшие середины февраля, уже однозначно говорят: Трамп поступает ровно так, как анонсировал. В первую очередь, Трамп взялся за своего союзника. Агрессивное давление обеспечило Трампу то, чего он добивался – согласие на безусловное прекращение огня. Выглядело все не очень хорошо и совсем некрасиво. В какой-то момент сложилось всеобщее впечатление, причем изнутри и снаружи Америки оно было идентичным, что Трамп не мир пытается собрать, а за Путина войну выиграть. Трамп стал любимым героем российской пропаганды, этаким нашим парнем в Вашингтоне, а испугавшаяся такого резкого поворота американской внешней политики Европа начала предпринимать меры, о которых раньше и подумать никто не мог. Но едва Трамп получил то, что хотел от Украины, ко всеобщему, опять же, изумлению, он взялся за вторую часть своего плана, который давно озвучивал, принялся давить уже на Путина. Собственно, в первые же минуты после подписания украинской делегации согласия на 30-дневное прекращение огня было объявлено о возобновлении военной помощи и обмена разведданными. А вчера, когда стало понятно, что Путин вместо того, чтобы внятно ответить на предложение о перемирии, собирается Трампу по ушам ездить, США тут же анонсировали передачу Украине ракет GLSDB и санкции против российской нефти. И давайте на этом отдельно остановимся, попробуем порассуждать о словах Путина и о реакции Трампа на них. Потому что там совершенно не все так очевидно и линейно, легко прийти к неверным выводам. Понятно, что случилось позавчера вечером. Путин публично говорил только с одним человеком. Если считать речь Путина разводником Трампа, то все становится предельно логично. Каждое слово там к месту. Путин отвечает на инициативу о прекращении огня отказом, но так, чтобы это не звучало как отказ. Но это однозначно он, потому что формат предложенного договора, насколько мы видим и знаем, подразумевает безусловное прекращение огня. Это вполне стандартная для больших и затянувшихся войн схема. Мы сначала перестаем убивать друг друга и вообще, в принципе, людей, а потом уже садимся и о чем-то договариваемся, торгуемся, ищем компромиссы. Прекращение огня в данном случае не первый шаг, а нулевой. Чтобы начать о чем-то говорить, нужно хотя бы перестать стрелять, остановиться и не наращивать градус взаимной ненависти. Сложно договариваться, когда вы изо всех сил уничтожаете друг друга на фронте.
Гораздо проще прийти к согласию, когда на фоне нет ежедневных сводок об обстрелянных домах и больницах, летящих ракетах и дронах. Выкатывать какие-то условия на нулевом цикле де-факто означает отказ от переговоров. Потому что не условия нужны для прекращения огня, а прекращение огня нужно, чтобы можно было говорить об условиях, чтобы у сторон возникла политическая возможность договориться, чтобы у сторон появилось то, что обе захотят сохранить. Если война остановлена, то провал переговоров запустит ее вновь. Вновь будут умирать люди только потому, что кто-то не смог в дипломатию. Заморозка огня образует мир, о котором на переговорах и идет речь. Путину нельзя было Трампу отказывать. Тем более нельзя было задевать его лично. Наоборот, надо было сказать нечто, что можно интерпретировать как успех. Наговорить фраз, которые в отрыве от контекста будут звучать как начало переговорного процесса. Слова «мы согласны прекратить боевые действия» — это то, что дает Трампу повод объявить очередную победу в своей True Social. Дает возможность заявить о хороших и конструктивных переговорах. Несмотря на то, что все остальное — это прямой и недвусмысленный отказ. Это чистейшей воды разводняк в путинском стиле. Ровно то, о чем мы говорили в первом ролике о заморозке войны. Путин не посмеет прямо сказать Трампу «нет», но примется разводить коммерса в стандартном режиме. Рассказывать, что к миру он готов, вот прямо вот сейчас, но нужно утрясти нюансы, провести консультации, уточнить детали, то есть заняться тем, чем можно заниматься бесконечно. По реакции Трампа теперь стало ясно, к чему была вся эта глупость по поводу взятых в плен в Курской области украинских военных. Что они, мол, будут считаться не военнопленными, а террористами. Трамп написал о тысячах украинских военных, находящихся в полном окружении в Курской области. У нас нет никакого подтверждения таких данных. Насколько можно судить из сводок и заявлений сторон, украинские войска из Курской области отступили к погранпереходу и окрестным селам. Где там можно было организовать окружение, тем более окружение тысяч солдат, чего на этой войне вообще никогда не бывало, совершенно неясно. История с этим окружением похожа на чушь, которую Трампу внушили через переговорщиков, чтобы продать ему возможность объявить себя победителем. Трамп пишет об окружении украинских военных. Путин отвечает, что Россия по просьбе Трампа готова сохранить им жизнь. А значит, Трамп может заявить о победе. Трампу нужно что-то дать, помимо заверений о бескрайнем уважении. У него есть половина победы – согласие на прекращение огня от Украины. Вторая половина – согласие на что-то от Путина. Очевидно, вот этот сюжет и продают Трампу как победу. Он публично попросил милосердия к украинским военным, а Путин, который уже объявил их террористами, милостиво соглашается взять их в плен. То, что никаких тысяч окруженных не существует и в помине, в данном случае не очень важно. Для торжественной демонстрации уж точно найдутся несколько десятков пленных, которых спас лично Трамп. В ситуации, когда ответить «да» невозможно, ответить «нет» равно отобрать у Трампа победу, которую он уже объявил, в такой ситуации Путин пошел по третьему пути. Он дал возможность Трампу объявить себя победителем, совершенно ни на что в реальном мире не соглашаясь. Трамп всем сказал, что Путин его уважает и будет с ним договариваться. Значит, Путин будет без конца говорить об уважении к Трампу и просто так, безо всяких условий, позволит ему спасти окруженных украинцев. Что вопрос стоял вообще о другом, что речь шла о прекращении огня, а тысячи окруженных украинцев, видимо, существуют только в чьих-то фантазиях, это детали. Мы не сомневались, что Путин будет вести себя как Путин. Что не имея возможности на Трампа давить и наезжать, он будет Трампа разводить. И то, что мы видим, действительно довольно лихая попытка развести Трампа. Это настолько поразительно наглый развод, что даже как-то трудно подобрать слова. Какое окружение? Какие пленные? Что к чему вообще? Вопрос-то простой, с бинарным ответом. Прекращаем огонь или не прекращаем огонь? Единственный вопрос к этому феноменальному разводу возникает такой. Получится ли Трампа в итоге развести? Будет ли Трамп считать, что получил от Путина, чего хотел, даже если не получил ничего? Прогноз будет зависеть от того, на что мы смотрим. На то, что Трамп говорит, или на то, что Трамп делает. Если смотреть на восторженные твиты Трампа и судить по ним, то все довольно скверно. Там он полностью переселяется в созданную Путиным виртуальную реальность, где его можно бесконечно кормить виртуальными победами. Если Трамп такое покупает, то схему можно проворачивать сколько угодно.
В ответ на реальные требования можно сколько угодно давать Трампу поводы для новых твитов капслоком. Можно пообещать не захватывать Одессу, не нападать на Германию, не посылать в прошлое антропоморфного робота с миссией убить юного Зеленского. Если смотреть на слова Трампа, невозможно избавиться от ощущения, что развод зарубежного коммерса отставным чекистам прошел чрезвычайно успешно. Коммерсу продают его же собственные амбиции в розницу, а взамен получают реальные уступки. Мы его бесплатно хвалим, а у него с похвал кружится голова, и он играет на нашей стороне. Но такое впечатление может сложиться, только если не смотреть на то, что Трамп делает. Потому что его действия показывают. Вся эта лесть и погружение в виртуальный мир великих побед в ответ на реальные требования не особо-то работают. Судя по действиям, как бы ни тешила Трампа приторная кремлевская лесть, ему все еще нужен конкретный ответ на прямо поставленный вопрос. Трамп возобновил поставки оружия Украине, не стал продлевать временное послабление санкций на российскую нефть. Трамп не говорит, мол, раз уж Путин пощадил по моей просьбе украинских военных, раз уж согласился когда-нибудь подумать над возможностью прекращения огня, то я снова заворачиваю помощь Украине или снимаю часть санкций. Ничего подобного нет. Да, Трамп наслаждается готовностью Путина поставлять ему поводы для победных твитов. Наслаждается комплиментами и не скрывает этого. Да, Путин дает Трампу возможность резко выделиться на этом вопросе на фоне прошлой администрации. Дескать, об Байдена Путин ноги вытирал, а мне и слова поперек сказать не смеет. Но получая очевидное удовольствие от происходящего, Трамп явно держит в уме, что на его предложение так никто толком и не ответил. А вообще говоря, ответил отказом. Трамп, кажется, не собирается забывать, что ему должны не виртуальных военнопленных признать военнопленными, а огонь прекратить. Похоже, он собирается добиваться именно этого. Похоже, тут нет варианта так легко всех развести. Похоже, что тут не Путин успешно пользуется самомнением Трампа, а Трамп использует Путина во имя своего самомнения, не забывая, что добивался он прекращения огня. Насколько мы правы или нет, станет ясно в самое ближайшее время. Если Трамп по мере истечения разумных сроков подписания перемирия начнет наращивать давление, поставлять больше оружия и усиливать санкции, это будет означать, что комплименты отдельно, а перемирие отдельно. Если нет, если Трамп позволит Путину подвесить ситуацию, что позволит ему воевать как ни в чем не бывало, без последствий, это будет значить, что развели Трампа успешно. Что очень хорошие и продуктивные переговоры Трампа с Путиным будут идти до тех пор, пока кто-то из них не перестанет занимать свое кресло, безо всякого влияния на боевые действия. Всегда возможен третий вариант, что Трампу просто это все надоест. Он пойдет с Канадой тарифами воевать и Гренландию присоединять. А войной в Европе в спокойном режиме будет заниматься республиканский истеблишмент. Пока все скорее похоже на первый вариант. Трамп, похоже, не против, что Путин у него главный черлидер, председатель фан-клуба. Но пока Трамп требует войну все-таки закончить. И тут, похоже, не получится разменять лесть на действие. Трамп хочет и того, и другого. В очередной раз желаем ему всяческих успехов в этом деле и надеемся, что мир все-таки наступит. До завтра.